2 раза со мной такое случалось. The first time I was just a young, I was 13 years old. Первый раз я был еще подростком, мне было 13 лет. I've never shared this publicly Я before. никогда публично не делился своими Figures, Eugene, you переживаниями. would be the one to ask the magic bullet question. Я даже не подумал, что Евгений именно задаст мне Because этот Americans вопрос. are not this thorough. They never ask me these questions. Американцы, они не настолько как бы пытаются вытянуть из меня все, что можно. Они не задают мне такие вопросы. But when I was 13, Когда мне было 13, I was praying one night, я молился однажды вечером. and I was praying in my bed, and me and my brother, our bedroom was in the basement, which is underground. Я молился In на своей America. кровати, и я и мой брат, мы делили одну кровать, и наша спальня была в подвале. Это очень обычно в Америке. And I had a dream that I had to walk up some stairs. И у меня был сон, как будто мне нужно было подняться по ступенькам. And there were the old wooden stairs that were in our house. И в нашем доме очень старые были такие деревянные ступеньки. But then all of a sudden, they were wooden. Но неожиданно эти ступеньки уже не были такими деревянными. And when I got to heaven, И когда я попал на небо, I saw the angel that I saw when I was 9. я увидел того же самого ангела, которого я видел, когда мне было 9. And he said, hey, I want to show you. И он сказал, я хочу показать тебе. God told me to show you heaven. Бог сказал мне показать тебе небо. And when I was walking around, I got to see where my family's houses were. I knew who was going to be saved because I saw where they're going to live. И когда я ходил по небу, я видел дома моих родственников, и я уже знал, кто покается, кто спасется, потому что я видел, где они будут жить. And the Lord showed me all these different things. И Господь показывал мне разные все различные вещи. And I remember when I sat there and the angel took me in front of Jesus. Я помню, когда ангел взял меня и привел меня перед Иисусом Христом. He said, Scott, he says, what do you see that's wrong with heaven? Он мне сказал, Скат, ты вот сейчас на небе, ты смотришь, а что ты думаешь не так здесь? And I sat there and I went, God, I don't see anything wrong. I mean, it's pretty. Can I take some of this back with me? I was trying to figure out how to put some of the gold in my pockets. Я сидел и думал, Бог, я ничего не вижу неправильно, все так красиво, можно я с собой заберу что-то с неба на землю? Я пытался и сидел и пытался решить, как я могу золото с собой с неба забрать, всунуть в карманы и привезти его на землю. Because I was in a poor family. Потому что я вырос в очень бедной семье. I mean, we were really poor. Мы были очень бедные. You know, because my parents were divorced. Мои родители были разведены. And so I'm sitting there trying to figure out how I can take some of this back to earth. И поэтому я сидел на небе, и я думал, соображал, как я могу чуть-чуть золота с собой на землю забрать. But I sat there and Jesus asked me a question. Но я сидел там, и Иисус, Он задал мне этот вопрос. He said, Scott, what's wrong with heaven? Он сказал, Скат, что не так на He небесах? asked me 3 different times. Он спросил меня 3 раза это. And I'm going, there's nothing wrong with heaven. И я думаю, нет тут ничего неправильно, все тут хорошо. And he said, no, that's where you're wrong. Он говорит, нет, именно здесь ты не прав. He said, there is something wrong up here. Здесь есть кое-что, что неправильно. He said there, he says, look. Он говорит, посмотри. And I'm like, what am I supposed to be looking at? This place is gorgeous. I want to live here. I don't want to go back home. И я думаю, куда я должен смотреть? Это место, оно просто восхитительное, замечательное. Я хотел бы остаться здесь, жить. Я не хочу домой вообще возвращаться. And in one sentence, И в одном предложении it changed the way I saw the world down here. изменилось мое полное представление, как я смотрел на мир. He said the problem with heaven Он сказал, проблема на небе в том, is that it's not full. что оно не заполнено. That the heart of the Father is that every man go to heaven. Сердце Отца в том, чтобы каждый человек попал на небо. That heaven is a big place. Потому что небо, оно очень огромное место. And that He wants it to be full. И Бог хочет, чтобы оно было заполнено. And when I came back from that И experience, когда я вернулся после этого переживания, even when I backslid from the Lord, даже после, когда я отступил от Господа, I would still tell people that Jesus loved them. я все равно говорил людям, что Иисус их любит. I never doubted after that experience God's love. Я никогда, после этого переживания, никогда не сомневался в Божьей любви.
I had a lot of personal doubts in my life, У меня было моих личных много переживаний в моей жизни. but that vision, I see it still every day. Много сомнений, но это видение, я его до сих пор помню, оно перед моими глазами. And I guess that's why when people tell me there's nobody to witness to, I know they're lying, because there's a whole world out there. И, наверное, благодаря этому видению, когда мне люди говорят, что я не мог найти никому, кому засвидетельствовать, я знаю, что они врут, потому что я смотрю на мир The Bible этими says глазами. В Библии написано, that when we get to heaven, there's tears. когда мы придем на небо, там будут слезы. Did you ever wonder what the tears were? Вы никогда не задавали вопрос, почему там будут слезы? It's not sin. Sin's been forgiven. Это не грех, наш грех был полностью прощен. Then what would we be crying over in heaven? Тогда о чем мы будем плакать на небе? Would it be the loved ones that are not with us? No. Мы будем плакать о любимых людях, которые не с нами в это время на небе? Нет. There's only one thing that you'll see in heaven Будет только одна вещь, которую вы увидите на небе, that will make you cry. которая заставит вас плакать. And that's the opportunities that the Lord put in front of you. Это те возможности, печаль о тех возможностях, которые Бог вам предоставлял в жизни. And because of your own spirit of fear И из-за вашего собственного духа страха and lack of submission to и Christ, недостатка подчинению Христу, you will see the opportunities that you had to further the kingdom and you missed it. вы увидите все возможности в своей жизни, которые у вас были, расширить Царство Божие, и вы ими не воспользовались. Catch this, saint. It's not a sin. Поймите это, люди святые, это не грех. It's about opportunity. Это только о тех возможностях, которые мы There's a имеем. lot of opportunities that I have to go to that I don't want to. Есть очень возможностей, как много, которые мне нужно пойти, но которые я не хочу брать. When God told me, hey, you're going back to the Ukraine, I said, I don't want to go to the Ukraine. Когда Бог мне говорил, Скат, тебе нужно вернуться на Украину, я сказал, Бог, я не хочу возвращаться. I didn't want to come over here. I like America. Я не хочу ехать в другие страны, мне нравится Америка. I like smooth roads. Мне нравятся такие прямые, мягкие дороги. I like barbecue. Мне нравится I know. барбекю, шашлычок. He asked the question, so I might go just a skosh over. Да, я I won't even get чуть-чуть into the наше second время. experience. Но я не расскажу вам второе мое переживание небесное. But what drives my heart Но то, что как бы more than anything тревожит мое сердце или направляет мое сердце больше, чем что-либо другое, is I want to do my part to fill heaven. что я хочу сделать все, что от меня зависит, мою часть, для того, чтобы наполнить небо. Because why does the Bible say when we get to heaven, Jesus says, well done, thou good and faithful servant? Почему тогда, когда мы попадем на небо, Иисус скажет нам, хорошо сделал мой добрый и верный раб? Then that means there's a task down here that we're supposed to Это fulfill. значит, что у нас на земле есть работа, задача, которую мы должны исполнить, будучи на земле. And excuses won't fly in heaven. И оправдания, они не сработают на небе. You'll still get heaven, you'll still get the joy. Мы все еще попадем на небо, мы все еще будем участниками радости Божьей. And God's grace is sufficient. И Божьей милости для всех достаточно. And the first set of tears you're going to see Но первые слезы, которые вы там увидите, are yours. And then the second set, будут ваши, а вторые слезы, which will be even more intense than the first, которые будут еще более переживательнее для вас, чем первые. is when you see Jesus cry. Это когда вы увидите, как Иисус плачет. Because you'll know in that moment, Потому что вы будете знать в этот момент, the book is sealed. что книга, она уже запечатана. No one else will be able to come in. И никто не сможет уже войти. Heaven is shut. Небо будет закрыто. Everything else goes to hell. Все остальное уже идет в ад. And I would never want that kind of responsibility on anybody. И я бы никогда не хотел, чтобы на ком-то лежала вот такая ответственность, такая часть. We have to take every opportunity, even if it's making a mistake, God will give you grace. Мы должны пользоваться любой возможностью, каждой возможностью. Даже когда мы делаем ошибки, Бог покроет их своей милостью. When Jesus cries when it's over, Когда Иисус Христос придет, когда все закончится, it's over. все закончится. And I want to stand there and say, man, I made some stupid И mistakes. я могу встать перед вами и сказать, люди, я сделал столько много глупых ошибок. But God, I tried. Но Бог, я попробовал. I went to Moldova. Я пытался, я ездил в Молдавию. I'm going to India. Я еду в Индию. I'll go wherever you tell me to go. Я поеду везде, куда ты мне скажешь поехать.
but I'm going to go because I don't want heaven to be empty. Но я пойду туда, потому что я не хочу, чтобы небо было пустым. It's going to be glorious, and we're going to have an eternity that we can't fathom in this brain. Потому что небо, оно славное, и у нас будет такая вечность, которую мы даже не можем мозги свои вместить. We have to go after it. Но нам нужно идти Hit me, достигать bellman. их.